Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет личной истории каждого из вас. Но я так думаю, мы с вами, мои дорогие стрельцы, проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все равно получите. Январь у нас начинается с того, что заканчивается ретроградность Меркурия. И если во второй половине декабря, с 13 числа, что-то встало на паузу, пришлось переиграть ваши планы, то здесь зеленый свет как раз это осуществить. И второй момент, или наоборот, может быть главный, 21 числа Плутон переходит в знак Водолея. И это почти на 20 лет уже. Будет еще небольшой, недолгий реверанс в сентябре, когда он вернется в знак Козерога, но уже с ноября он окончательно там обоснуется. Если 23 год, я часто говорила, что это год адаптации, то здесь игра по новым правилам. Водолей – это новатор, и здесь больше для всех нас индивидуальности, свободы, творчества, самовыражения. Сделать свою жизнь, превратить ее, наверное, в ту, которую вы мечтали, для себя именно самого или самой. Сделать что-то доброе, хорошее. Понятно, что структура сама по себе меняющихся событий, которые пошли, может быть, за последние 3-5 лет. Или в вашей жизни то, что менялось за последние года 3 тоже. Она не подразумевает, что быстро отстроится. Основные изменения структурные будут уже где-то в 2025 году. Но тенденции мы уже как будто увидим буквально с января. Вот эти перемены, мы их все прочувствуем. Давайте спросим, первую карту мы достанем. Какая сфера жизни в январе для вас будет проигрываться наиболее активно? И что в связи с этим нужно знать, важно знать? Сюрпризы – это то, что со знаком плюс. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Достанем такую карту, что скрыто. Может быть, кто-то скрывает, может быть, и вы чему-то не придаете значения. Что может помешать? А что будет помогать и радовать? Посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес. Денежная энергия. Личная жизнь, мои дорогие стрельцы. Какая же сфера жизни? Ух ты, а тут все прямо как с нуля, нулевой аркан. Сами по себе перемены, правда. Вы прочувствуете, что какой-то этап вашей жизни уже закончился. Может быть, вы это уже где-то прочувствовали в декабре. С новолунием, которое в вашем знаке было в декабре, у вас словно могло второе дыхание открыться. Или это, наверное, тот жизненный пункт, когда мы понимаем, что что-то в нашей жизни закончилось, и самое главное, оборачиваться уже не хочется назад. Принимаем изменения, которые в пространстве, может быть, в той местности, где мы находимся. Мы смотрим уже на это более мудро, отстраненно. Чего-то мы не можем изменить. И здесь этот период уже тоже как будто подошел к концу. Вы уже открыты новому. По этой карте, как слова Эйнштейна, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И у нас в этой колоде карт шут как гений. Он жонглирует всем зодиаком. И есть в этом определенная доля манипулирования, правда. Но, видимо, это совершенно необходимо для того, чтобы добиться желаемого. И, знаете, рассчитывать нужно на самих себя. Больше вдохновения будет у вас в целом в январе. И, знаете, не говорят ведь о какой-то конкретной старший аркан в сфере жизни. Значит, у каждого по-своему. У кого-то это будет больше личная жизнь, у кого-то изменения. Но это ваши амбиции, планы, когда вот я себя ставлю на первое место, и я вот этого хочу достичь. Изменить качество жизни в принципе есть возможность. Вы будете чувствовать, что словно свежий ветер в январе. Что-то у меня получится осуществить. Может быть, больше будет возможностей, каких-то предпосылок к тому, что тот или иной проект у меня получится, вот это точно. Но, повторюсь, надеемся сами на себя. Нас не должно что-либо застать врасплох, вас, мои дорогие. Что в связи с этим важно знать? Паж жезлов – это сам по себе импульс, какая-то идея. Может быть, жезлы – это ваша энергия, у кого-то это будут вопросы, связанные с детьми, правда. Но это сам по себе творческий посыл или желание – изменить жизнь к лучшему. Вот здесь больше как мысль, как идея, как
готовность к тому, что я иду вперед. Видимо, дополняет просто карту шута и говорит нам, что вы в начале нового этапа жизни, который вас будет действительно завораживать. Вся наша жизнь игра, и действительно игра по новым правилам, если с учетом перехода Плутона в Водолей, и у вас-то карта как раз нулевого аркана и говорит про эту игру. И у вас будет возможность, вот как, наверное, у нарисованного вот этого персонажа, жонглировать всем зодиаком. Что-то вы для себя такое, классно хорошее можете совершить. И уже, самое главное, вы будете, может быть, интуитивно чувствовать. Или я больше склоняюсь к тому, что это пространство вам какие-то возможности открывает уже в январе. Важно не прошляпить, ведь это дело тоже такое. Сюрпризы. Ух ты. Приготовьтесь, мои дорогие стрельцы, правда, карта колесницы. В этой колоде карта удачи, успеха. И она тоже говорит, провожай все старое, встречай все новое. У кого-то буквально это может проиграться. Я меняю авто, правда, иногда. Но это все же старший аркан, и это обстоятельства нашей жизни, которые будут меняться. Скучать будет некогда, будет много интереса, будет какого-то запала, посыла, когда есть желание что-то осуществить, когда мне интересно жить. Вот, наверное, так и закладывается новое качество жизни. Это стремление что-то осуществить и возможности, которые к вам приходят. И поэтому, когда выпадает карта колесница, нужно использовать все возможности. Мы иногда думаем, что как-то ко мне вот возможности эти самые, это должно быть определенным путем. Или как-то мы себе программируем, или даже представлять можем, визуализировать. А тут возьми да как-то по-другому. Может быть, на первый взгляд нелепо, по-дурацки. И все равно даже с этим нужно провзаимодействовать, потому что по аркану колесница мы еще пока не знаем в январе, как будут разворачиваться в последующем события. Но это больше позитива и перемен входит в вашу жизнь. Все то, что я говорила вот по этим двум картам, эта карта говорит, это как сюрприз, изменение в лучшую сторону. С какими неожиданностями вы можете столкнуться? Любовь, благополучие, радость, счастье, взаимопонимание. Наверное, все то, что можно со знаком плюс перечислять. Десятка кубков – это по максимуму карта. Это, по сути, итоговая карта. И как и сюрпризы, так и неожиданности со знаком плюс. И даже если поначалу, вот я сказала по карте колесницы, выглядит действительно что-то нелепо по-дурацки, не отказывайтесь, мои стрельцы, дорогие. Никогда не знаешь, во что разовьется или какой конечный результат вы получите. Тут, правда, жонглировать надо зодиаком, чтобы что-то осуществить и не упустить, как, может быть, помощь Вселенной. Это тоже будет для вас важно, чтобы быть счастливым. Нечего добавить, правда. Вот смотрите, что скрыто. Конечно, у кого-то это могут быть согласования, или вы столкнетесь с высокими чиновниками, представителями власти. И карта нам сразу говорит, закон мы не нарушаем, уважаем систему иерархии. Вот, наверное, как ваш Юпитер, это провластная планета. И если мы уважаем эту систему, то и она нас тогда уважает. Тогда все складывается в больший плюс. Но для вас, для кого-то это новая должность. Правда, новое качество жизни. Тогда, когда я сам управитель своей жизни, а не жду, что-то мне только подарит судьба. Правда, тут какие-то новые возможности совершенно с другим статусом. Изменение вашего статуса. И вы пока можете не видеть, потому что у нас нулевой аркан. И вот все то, что я говорила, начинается, может быть, нелепо, а продолжение или к чему это приведет, будет совершенно другая какая-то история жизненная, с другим качеством. Что-то тут нельзя прошляпить, это факт. Посмотрите, сколько у вас старших арканов, причем таких интересных и прогрессивных, я бы сказала. Что может помешать? Правда, нечего добавить, а ничего не может помешать. Но если вы только где-то захотите повторить еще какую-то прежнюю историю или скажете себе, что нет, вот есть что-то из прошлого, я сначала вот те дела сделаю, а потом переключусь на что-то новое. Но вообще это, наверное, не для всех проиграется. По рыцарю Пентаклей это марафонский забег на длительную дистанцию. Поэтому, может быть, карты отчасти говорят, к тебе придет на порог то, что будет требовать долгого вложения сил или какой-то продуктивности в течение длительного времени, не надейся на какой-то быстрый мимолетный эффект.
Ну и правда, этот эффект, он как пришел, так и уходит чаще всего. А вот именно по этой карте проходит надежность, уверенность. Вот та на десятилетие, когда и деньги в рост, или жалование в рост, назовем это так, продуктивно в плане построения карьеры. Когда бизнес хотите, да, тоже пожалуйста. Это потребуется наши усилия, внимание, энергия, не без этого, но результат нас обрадует. Наверное, уделяйте внимание всему тому, что надежно. Не ждите какого-то, ну, такого, знаете, чтобы прямо вот сразу и все сразу. Есть, будут и такие моменты в январе, как будто по верхнему ряду. Но если мы говорим, все же не на одном месяце у нас завершается жизнь. Видимо, в январе что-то на длительную дистанцию вам просто нужно планировать. Что будет радовать, что будет помогать? Вот по справедливости, все то, что я говорила с картой императора. Быть честным самим собой. Где-то не зазеваться, где-то, может быть, разные люди будут вокруг вас. Не проморгать как и возможность, так и не поддаться на ненужные уговоры. По карте справедливость, по сути, причина и следствие. Что посеешь, то и пожнешь. И если что-то вы сделали хорошо, что будет радовать? Вы получите плоды труда своего, правда? У кого-то это может быть как получение денег, получение документа долгожданного, или совершение переезда, или то, что стало на паузу в декабре, как по ретро-меркурию здесь как раз будет движение вперед. По этой карте мы должны быть честны сами с собой. Видимо, где-то хладнокровие, вам придется периодически брать себя в руки и анализировать текущую ситуацию, чтобы она согласовывалась с законом, с вашими где-то намерениями, целями, ну и не прогнуться под чьи-то желания, быть верным собственным принципам, но и чтобы был баланс, мои дорогие, не должно быть какого-то конфликта. Все-таки у нас весы изображены. И справедливость подразумевает дипломатию. И это будет тоже вам где-то помогать, не нарушая законов, правил, традиций и соблюдая, ну, наверное, гармоничное состояние души. Вот это тоже важно. Дела, работа, бизнес. Ну, прекрасно, девятка кубков. Тут что-то, сама по себе карта самореализации, самодостаточности, получения денег, когда мы всем довольны. Есть возможность, даже если у вас сейчас ситуация далека от таковой, так это значит, в январе есть посылки к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни. Для тех, у кого бизнес, будет хороший доход. Для многих из вас это можно переключиться на свое творчество, я бы сказала, на ремесло, на творчество. Даже если есть основное место работы, как будто еще что-то добавить. Может быть, начать это так, как экспромт для души. А потом впоследствии, как будто у вас ваше личное дело, какая-то задумка, пойдет лучше, чем то поприще, которое вы занимаетесь теперь. Безусловно, как исполняются наши мечты, как финансовый доход, так и самореализация сама по себе. Вот такая карта у вас ложится на дела, работу, бизнес. И я уже не говорю там какие-то документы, да, или то, что вы задумали. Как будто все в стадии прогресса, мои дорогие стрельцы. Финансы, хотя тоже про финансы нам сказали, но выпадает семерка жезлов. Знаете, будет важно не потратить, может быть, или не согласиться. Вот, кстати, отчасти карта соревнования нам могут что-то предложить и сказать, вот давай и ты участвуй в этом деле. А карта все-таки нам о чем? Держись с позиции стороннего наблюдателя. Как будто по семерке всегда проходит то, когда мы словно паузу лучше должны взять и, может быть, в какой-то нейтральной позиции удерживать все то, чего вы уже добились. Не торопиться, может быть, с тратами, просчитывать что-то, программировать себе, найти какую-то информацию, может быть, вот этим далеким успехом, да, так планово что-то себе расписать. Это с плюсом. Но сказать, что вот мы, допустим, достали деньги и за что-то заплатили с учетом семерки жезлов, я не могу. Поэтому деньги как будто есть, нам об этом сказали, но правильное их распределение эта карта предполагает. Личная жизнь. Еще одна семерка. Не торопитесь, как с деньгами, так и в личной жизни. Нам сказали, деньги будут, в личной жизни тоже порядок. Даже если вы один или одна, уделите внимание личной жизни. Вот здесь что скрыто. У кого-то возможность, пошли решать вопросы, связанные с документами или по работе. Или... То есть вы как будто при каких-то делах что-то решаете. И случайно может состояться знакомство. Почему нет?
но тоже не будет быстро развиваться. По семерке Пентаклей это будет что-то медленный рост. Вот, но это будут надежные отношения, вполне вероятно. Тут будет где-то в парах для тех, кто или семейный человек, или у вас есть партнер, пусть вы встречаетесь. Здесь тоже прогресс на отношения, может быть, решение каких-то финансовых вопросов в вашей паре, не без этого. Но это опять же как элемент дерева, на котором растут пентакли, и понятие корни, то есть что-то надежное надолго, мои дорогие. Может быть, это люди, отчасти так пересмотрите свое окружение, может тоже захотеться и отдавать предпочтение, как и делам, которые надежны и с длительным прогрессом, так и люди, на которых можно положиться. Вообще прекрасный январь с новым вдохновением, с новым качеством жизни, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.